Привет, это майор в отставке. Я знаю, что меня смотрит много тех, кого принято называть силовиками. Кто-то из вас понимает все происходящее сейчас в России безумие, имея голову на плечах, а кто-то тупо продолжает свято верить в то, что единственное, зачем он пришел на эту службу, это верность государству ценой измены собственным согражданам. Сегодня хотел бы рассказать вам и всем остальным, кто смотрит это видео, о том, что на самом деле происходит под вывеской так называемого СВО. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение... Что скрывается за этой аббревиатурой, которой вас, как стадо, встояли кроме тоже 3 года. И речь пойдет не о каких-то там спецоперациях по освобождению, денацификации или демилитаризации, а о системном и умышленном терроре, в котором гибнут тысячи мирных жителей, в том числе дети. Напомню, что меня зовут Олег Кашинцев, и я бывший оперативник из Ярославской области, майор полиции в отставке. Ну а сейчас, по версии российских властей, опасный преступник и враг государства. А все только потому, что я говорю правду. Если вы вдруг случайно напоролись на этот канал или почему-то еще не подписаны, самое время это исправить. Ставьте лайк и, разумеется, подписывайтесь. Если это видео вам не понравится, никогда не поздно поставить дизлайк. Итак, поехали. Первое, о чем хочется сказать, с недавних пор российские войска стали использовать дроны «Шахед» с увеличенной боевой частью до 90 килограммов и шрапнелью. Шрапнель, как вы понимаете, это такие поражающие элементы, цель которых поражение как можно большего количества живой силы. А учитывая, что эти дроны российская армия запускает исключительно по украинским городам, которые находятся вдали от фронта, то есть в тылу, то вывод здесь говорит сам за себя. Их сознательно модернизировали, чтобы наносить максимальные повреждения мирным людям, добиваться большого количества жертв среди обычных гражданских. Беспилотники налетают ночью, ударяя по городам, поражая в том числе гражданскую инфраструктуру. Те, кто их направляют, не выбирают военных целей. Их задача, учитывая все последние данные, посеять страх, вызвать хаос и убить как можно больше людей. Люди слышат звук, похожий на мопед или бензопилу, потом взрыв, дом частично разрушен, и на улице находят осколки, нашпигованные кусками металла. И это не ошибка и не сопутствующий урон, это вполне осознанно созданное оружие террора, разработанное, чтобы калечить гражданское население. Подумайте сами, зачем нашпиговывать дрон, который, по заявлениям путинских военных, якобы должен поражать военные объекты шрапнелью. Шрапнелью ты не разрушишь ни стены, ни укрепления. Она забирает часть полезной нагрузки, боевой нагрузки. Шрапнель разрушает только живую плоть. Именно здесь мы хорошо видим часть настоящего лица так называемой СВО. Кремль и его пропаганда любят повторять мантры о демилитаризации и денацификации, а на деле мы каждый день видим обстрелы жилых кварталов и только их. По разным данным, с начала полномасштабной войны по Украине выпущено около 10 тысяч ракет всевозможных классов и модификаций, и большая часть из них прилетала вовсе не по позициям ВСУ, а по гражданской инфраструктуре. Какой военной угрозой могут быть больницы, школы, детские сады, торговые центры, жилые дома, университеты и родильные отделения? Никакой. Но ГосТВ каждый раз на полном серьезе внушает россиянам: там были склады с боеприпасами, сидели нацисты и прочие бредни. Да, кто-то до сих пор готов этому верить, но если голову включать, а не включать телевизор, все становится ясно. Бьют по самым уязвимым точкам, чтобы парализовать инфраструктуру, бьют по местам массового скопления людей, вроде торговых центров и даже больниц. Все это, чтобы запугать население и сказать: не рыпайтесь, оставим вас без воды, без света и вообще без крыши над головой или просто убьем. Классическая тактика террора. Вот только на российском ТВ это любят вворачивать в лживые лозунги и геройские фанфары. Все для того, чтобы кремлевский опарыш еще хоть чуть-чуть казался стратегом, а не мясником, методично уничтожающим мирных граждан. Самое страшное, и наблюдатели ООН это подтверждают, согласно последним данным, с 24 февраля 2022 года до конца прошлого 2024 года в Украине погибло свыше 12 тысяч мирных жителей, из них около 700 это дети, а еще более 27 тысяч получили ранения. Это только официальные данные ООН. Все мы видели руины полностью разрушенных украинских городов. Вот и вся демилитаризация. Трагедий настолько много, что каждая вполне заслуживает отдельного рассказа. Однако в официальной кремлевской риторике все это почему-то называют победными сводками. Эти мрази отлично научились подражать гитлеровскому вермахту. Иной раз
Уже трудно отличить одно от другого по степени жестокости. А по некоторым эпизодам путинская армия в этом плане ушла далеко вперед. Одна из недавних историй. Российские войска ударили несколько дней назад ночью по многоэтажному дому в Сумах, в тихом районе, где люди мирно спали у себя в квартирах. Взрыв разрушил перекрытие, начался пожар. Спасатели достали раненую 8-летнюю девочку Варю и ее дедушку, которые оказались в одной комнате. Девочка буквально чудом избежала смерти, а вот мама Вари, 37-летняя Люба, спавшая в другой комнате, погибла. Ее достали позже уже без признаков жизни. Для Вари это мгновенная потеря и мамы, и привычной жизни. Типичная история в этой войне. Разумеется, никаких там военных баз не было в доме. Это просто типовой многоэтажный дом, такой же, как и в любом городе. Но террор Путина и его армия не знает логики, кроме одной – бить по слабым целям. Чтобы еще лучше понять степень жестокости режима Путина, достаточно вспомнить, что творилось в Буче весной 22 года. После отступления российских войск там обнаружили сотни тел мирных жителей, многие с следами пыток и расстрелов, нередко со связанными руками и выстрелом в затылок. В подвалах находили целые семьи, которых расстреляли в упор. На улицах лежали трупы людей, пытавшихся просто уйти или эвакуироваться. Журналистские расследования, показания очевидцев, спутниковые снимки – все это доказывает, что резню в Буче устроили российские военные. Это была самая настоящая резня против мирного населения. Кремль, разумеется, назвал это все постановкой, но в мире этому уже никто не верит. Военнослужащими 72-го Украинского главного центра психологических операций была проведена очередная постановочная съемка якобы погибших от насильственных Буча стала символом российского военного преступления, символом того, что там, где есть так называемая армия России, нет ни морали, ни сочувствия, только смерть. Чтобы вы лучше поняли реальные цели так называемой СВО, я напомню вам о наиболее резонансных эпизодах военных преступлений, совершенных российскими военными, российским государством, которые стали знаковыми в этой войне. К сожалению, подобных сюжетов много, но именно они показывают реальную суть путинской СВО. Столица Украины с самого начала агрессии оказалась под постоянным прицелом. И неудивительно, ведь это столица. Еще в феврале 22 года путинские орки пытались окружить Киев, но нарвались на отпор. В тот период была оккупация города Буча, о котором я уже рассказал, и за время которой российские военные убили там сотни мирных граждан. Когда атака на Киев захлебнулась и путинские оккупационные войска бежали из Киевской области, в ход пошли ракетные удары и дроновые налеты, которые продолжаются и по сей день. Ахмаддет, расположенная в Киеве крупнейшая детская больница страны, детский онкоцентр, оказалась под ударом. В нее прямым попаданием прилетела российская ракета Х-101. В итоге погибли врачи, дети, а Минобороны РФ цинично заявила, будто целью был военный завод. В результате ударов поражены предприятия военно-промышленного комплекса, центры принятия решений вооруженных сил и службы безопасности Украины. Серьезно? Военный завод в детском онкоцентре? Но, впрочем, им давно все равно. Врут по привычке, не задумываясь, что за каждой жертвой реальная жизнь. Для них циничная ложь – это просто слова. С момента вторжения Киев перенес целую череду налетов шахедов и ракет, которые чаще попадали по жилым кварталам. Город, полный мирных жителей, фактически стал полигоном для путинских сумасшедших идей про удар по центру принятия решений. Но итог всегда один – гибнут и страдают обычные люди, а в Кремле лишь продолжают гнуть свою циничную лживую линию. Одним из самых страшных эпизодов этой войны стало то, что Россия сделала с Мариуполем. Город оказался практически полностью разрушен постоянными авиаударами и артиллерийскими обстрелами. Путинский агрессор целенаправленно крушил жилые кварталы, больницы и школы, превращая когда-то процветающий порт в выжженную руину. Но главным символом трагедии стал удар по городскому драмтеатру. Тогда в самом его центре, на асфальте перед зданием, огромными буквами было написано «Дети», чтобы летчики наверняка видели, что там гражданские, а не военные. И все равно по театру сбросили бомбы, погребя под завалами сотни человек. Западные журналисты и правозащитники назвали это сознательной бойней. В то же время Кремль, как обычно, цинично отмел вину, притворяясь, будто произошла провокация. Ну, конечно, это ложь. Сегодня Мариуполь находится под оккупацией России. Разбитые кварталы наполняют фотографии и воспоминания тех, кто выжил в аду, а само название города стало
синонимом военных преступлений, которые российское государство совершает в Украине. В июле 22 года ракеты «Калибр», выпущенные из российской подводной лодки в акватории Черного моря, прилетели прямо в центр города Винница. Сгорела парковка, разрушено офисное здание. Страшная фотография детской коляски, лежащей вверх колесами, облетела интернет. Погибла 4-летняя Лиза, шедшая с мамой на прием к логопеду. Ее мама была тяжело ранена, но всего в этот день там погибли 20 чем человек, включая 3 детей. Десятки получили ранения. Минобороны РФ пыталась врать, что там был военный объект, но, конечно, это бред сумасшедших. Центр города, где офисы, кофейни и обычные люди, кому там воевать? Лиза стала символом невинной жертвы путинской войны. Цели ударов достигнуты. Еще один ребенок, которого он лишил жизни. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. Кременчуг – промышленный город в Полтавской области, где 27 июня 2022 года российские войска решили демилитаризировать очередное опаснейшее место – торговый центр «Амстор». По официальным данным, там в момент удара находилось около 1000 человек. Кто-то пришел за покупками, кто-то просто перекусить или поболтать с друзьями. В результате удара погиб 21 человек, а еще 59 получили ожоги и тяжелые травмы. Торговый центр был уничтожен огнем. Разумеется, путинская Минобороны тут же заявила, что целью были якобы склады западного оружия на заводе «Кредмаш». Однако правозащитные организации и расследователи подтвердили, именно торговый центр стал прямой целью одной из ракет Х-22, выпущенных из бомбардировщиков, взлетавших с авиабазы Шайковка в Калужской области. То есть это был не сопутствующий урон, а вполне намеренный удар по гражданскому объекту с мирными людьми внутри. Российская пропаганда пыталась оправдаться детонацией боеприпасов, но объективные факты, показания очевидцев и записи с камер наблюдений показывают обратно. Ракета вошла прямо в ТЦ, вызвав взрыв и катастрофический пожар. Весь цивилизованный мир осудил эту атаку. Лидеры западных стран назвали ее отвратительной, а президент Украины Зеленский подчеркнул, что удар был преднамеренным, и это очередное военное преступление. Но в кремлевских методичках все это по-прежнему остается складами оружия. И не важно, что погибли гражданские люди, а вокруг не было никакой военной техники. Так выглядит логика Путина – создавать дымовую завесу для убийств мирного населения. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. В январе 23 года крылатая ракета попала в многоэтажку на улице Набережной в Днепре. Обрушился целый подъезд, погибло более 40 человек. Некоторые люди искали своих родственников и друзей в списках пропавших несколько дней. Эта трагедия потрясла Украину. В соцсетях разлетелись видео и истории выживших, которые чудом выжили под завалами. Российские телеканалы включили привычный режим. Мы не били по жилому дому, это работа ПВО. Хотя четко видно, что ракета прилетела и детонировала в стене многоэтажки. Вот и все. В результате много погибших, сотни семей остались без крова, а десятки людей отправились в больницы с тяжелейшими травмами. Было установлено, что ракета была выпущена 52-м российским авиационным полком, а командир, отдавший приказ, получил свое место в списках будущего трибунала. Как и всегда, Россия снова пыталась уйти от ответственности, но мир видит все. Этот удар не был случайностью. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. Запорожье – это город, который не раз подвергался массированным обстрелам. Российские войска били и по жилым кварталам, и по критическим объектам. Регулярно прилетало с начала осени 22 года. Разрушенные дома, офисные центры, административные здания, раненые и убитые. При этом рядом самая крупная в Европе атомная электростанция – Запорожская АЭС, которую российские военные превратили в военную базу. Они не раз обстреливали территорию вокруг АЭС, рискуя устроить радиационную катастрофу. Цель здесь понятна, и она одна – держать всех в страхе, использовать станцию в качестве устрашения, словно бомбу в руках террориста. С начала полномасштабного вторжения в 2022 году Россия неоднократно наносила удары по Одессе, превращая жизнь приморского города и его
жителей в кошмар. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специального... Особенно циничным оказался налет в ночь на 19 июля 2023 года, сразу после того, как Кремль решил выйти из зерновой сделки. Результат – разрушенная портовая инфраструктура, уничтоженные зерновые терминалы и сожженные 60 тысяч тонн зерна, которое шло на экспорт в Азию и Африку. Уже 20 июля российские атаки продолжились, был уничтожен административный корпус, пострадали складские помещения, под обстрел попал даже генеральный консулат Китая. Да и 3 музея в зоне исторического центра Одессы, объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, тоже оказались в эпицентре. ЮНЕСКО вынуждена была осудить эти варварские действия. В ночь с 22 на 23 июля все повторилось. Исторический центр Одессы снова оказался под ударами. Повреждено 25 архитектурных памятников, включая Спасо-Преображенский собор, крупнейший храм города. Погибли и ранены простые граждане. 11 октября 2024 года российская ракета ударила по коммерческому зданию в Одесской области, убив 4 человек, включая 16-летнюю девушку. Тогда это был уже 4-й обстрел региона за 5 дней. Потом были еще несколько ракетных ударов по городу с десятками жертв. Это террористические атаки и военные преступления, прикрытые циничной ложью. Минобороны РФ лжет, что били по военным целям, но горят соборы, школы, порты и жилые дома. И тела убитых мирных жителей и погибшие дети кричат об обратном. Это не СВО, это даже не война, это спланированный террор. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. Харьков, находящийся буквально под боком у российской границы, с первых же дней большого вторжения подвергается постоянным обстрелам артиллерии и ракетным ударам. Центр города горел, исторические здания, универмаг, жилые дома – все это остановилось целью фашистов из России. Было так, что люди неделями спасались в метро, словно переживая новую версию блокадных времен. За период с начала вторжения до настоящего времени Харьков испытал череду особо жестоких эпизодов. 1 марта 2022 года ракета «Калибр» ударила по площади Свободы, убив по меньшей мере 29 человек, включая иностранных студентов. 11 июля 2022 года интенсивный обстрел унес жизнь 6, ранив более 30 жителей. 17 и 18 августа того же года удары по 2 общежитиям привели к 25 смертям, включая детей. А 25 мая 2024 года авиаудар по гипермаркету «Эпицентр» убил 19 человек и ранил свыше 50, превратив здание в пожарную ловушку на 13 тысяч квадратов. Обстрелы Харькова не прекращаются. Армия Путина сбрасывает на город и ракеты, и кабы. Кремль упорно и цинично продолжает врать про военные объекты, но мир видит все. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. Город Львов был атакован несколько раз. Были удары, которые стали для города символом российского террора. 6 июля 2023 года российские ракеты буквально разворотили многоэтажку, убив 10 человек, включая ребенка, и ранив десятки. Мирный город на западе страны, который долго избегал худшего, и вот часть его центра превращается в зону смерти. Более 35 зданий повреждены. Минобороны РФ, конечно, снова цинично заявила о базе ВСУ и иностранных наемниках, но реальность беспощадна. Под завалами оказались обычные мирные семьи. Спустя год, 4 сентября 2024 года, убийцы из армии РФ нанесли по городу комбинированный удар ракетами и дронами «Шахед». Погибли минимум 7 человек, включая 3 детей. Среди них 9-летняя и 14-летняя девочки. Одна из них погибла вместе с матерью и сестрами. Отца спасло только то, что он отлучился за водой. Более 50 зданий, школы, медучреждения и 7 памятников архитектуры в зоне ЮНЕСКО оказались повреждены. Десятки семей остались без крыши над головой. Как и всегда до этого, по словам кремлевской пропаганды, целью были якобы оборонные предприятия, но в реальности мы видим лишь обломки жилых домов и жертвы среди мирного населения. Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности, воздушного и морского базирования по системам военного управления и энергетики Украины. Цели ударов достигнуты. Начиная с осени 2022 года Кремль словно открыл еще один, второй фронт. Это систематический удар по энергетической инфраструктуре Украины. Это не случайность и не ошибка наведения, а методичное, просчитанное по календарю и по погодным условиям уничтожение электростанций, ТЭЦ, подстанций, газовых станций и других объектов, от которых напрямую зависит жизнь и здоровье миллионов. По сути, это копирует логику гитлеровских бомбардировок крупных европейских городов в середине прошлого века.
Оставить людей без света, тепла, воды, заставить их замерзнуть зимой, лишить связи, парализовать работу больниц, школ, водоканалов, одним словом, сломать их. ООН уже неоднократно отмечала, что эти удары вопиюще нарушают международное гуманитарное право, поскольку лишают мирное население базовых условий для выживания. В них нет ни малейшего намека на военную необходимость. Каждый такой удар становится авралом для энергетиков, которые сутками работают над восстановлением сетей, а простые люди вынуждены часами, а то и сутками сидеть без отопления, без горячей еды, а порой и без элементарного освещения. Но это и есть современная форма террора современных фашистов, когда задача не сломать армию, не сломить армию, а сломить саму привычную гражданскую жизнь в городах и селах, посеять панику и отчаяние среди мирных граждан. Мы говорим об умышленных военных преступлениях, ведь никакой демилитаризации в разрушении ТЭЦ нет. Это прямой удар по людям, по их праву на безопасную жизнь, и это ничем не отличается от варварских нацистских атак времен Второй мировой войны. Россия стерла с лица земли несколько украинских городов, превратив их в руины. Волноваха, Попасная и Марьинка – это города-призраки, почти полностью уничтожены. Бахмут, Рубежная также стали жертвами масштабных обстрелов и авиаударов. Вместо домов – руины, вместо жизни – массовые захоронения. Эти города стали символами российского террора и более мирных жителей, чьи дома и будущее были уничтожены вместе с ними. В итоге действия России уже не раз квалифицировались мировым сообществом как военные преступления. Сам же ватный фюрер, кстати, получил ордер на свой арест прямо из Гааги. Там его уже ждут. Европарламент признал Россию государством-спонсором терроризма, а следом и другие организации выпускают резолюции, обвиняющие Кремль в агрессии и геноциде. Международный уголовный суд начал выдавать ордера на арест высокопоставленных лиц, причастных к планированию и ведению этой войны, в том числе бывшего министра обороны и начальника Генштаба России. Про кремлевского психа я уже сказал. Но в Кремле продолжают упорно делать вид, что пруфов нет, все постановка. Повторяя свою ложь снова и снова. Но как и история с Бучей, они могут хоть захлебнуться в оправданиях, но факты не скрыть. Вся эта картина показывает, так называемая СВО является неоправданной, агрессивной и преступной войной, развязанной руководством России. Это инструмент тотального террора и уничтожения инфраструктуры государства, которое ничем и никогда не угрожало России и ее народу. Эта война – это еще и один из винтиков, удерживающих Путина у власти. План Путина простой – сломать Украину экономически, лишить ее света и воды, испугать бомбежками, чтобы население требовало капитуляции. Ведь на военном поле успехов мало, а держаться надо. Кремль хочет показать: мы можем все, и вы должны бояться. Типичное поведение террористической организации, только в масштабах огромного государства. Пора бы уже внести в списки террористических еще одну организацию под названием Российская Федерация. Хотелось бы обратить внимание российских военных на то, что военные преступники, причастные к ударам по гражданским объектам в Украине, все чаще находят свою бесславную кончину на территории самой России. Случай за случаем, и вырисовывается целая картина, когда, казалось бы, неуязвимые летчики, ракетчики, командиры и даже чертовы генералы умирают при загадочных обстоятельствах. К примеру, в Брянской области труп некоего Дмитрия Галенкова, летчика 52-го авиаполка ВКС России, обнаружили с проломленной молотком головой. ГУР утверждает, что именно он отдавал приказы нанести удары по торговому центру «Амстер» в Кременчуге и по жилому дому в Днепре, унеся десятки жизней. В Краснодаре пораскинул своими мозгами капитан Станислав Ржицкий, которого связывают с запуском калибров по Виннице, убившим 4-летнюю девочку Лизу. В Москве и Подмосковье взрываются самокаты и автомобили под генералами и полковниками, виновными в бомбардировках украинских городов или подготовке операторов шахедов. Одних находятся с огнестрельными ранами, других без ног, третьих подрывает дистанционно заложенное устройство. Цели ударов достигнуты. Каждый такой эпизод, как подчеркивают военные эксперты, это сигнал всему офицерскому составу России. Куда бы вы ни бежали, чем бы вы и кем бы вы ни прикрывались, если вы причастны к убийству мирных жителей, бумеранг может настигнуть вас и дома, и на пробежке в парке, и прямо на пороге. Любой, кто отдает приказы бить по жилым кварталам и целям вроде торговых центров, любой, кто исполняет такие приказы, подвергает себя риску встретиться с тем самым молотком или самокатом справедливости, от которого уже не отмахнешься лживыми отчетами о поражении военных целей.
Слишком много крови и разрушений, чтобы закрывать глаза и продолжать считать, что так называемое СВО – это обычная военная операция. Нет, это системный террор с применением всех возможных методов, от массовых расстрелов, как в Буче, и стертых с лица земли городов, до целенаправленных атак на энергетику. Снова напомню данные. Только по подсчетам ООН в Украине более 12 тысяч убитых мирных жителей, почти 28 тысяч раненых. А ведь реальное число еще выше. И при этом речь не о случайных обстрелах, а о сознательных методичных ударах, отлаженных по графику. Противостоять такому злу можно только сообща, поддерживая Украину и делая все возможное, чтобы виновные были привлечены к ответственности. Россия уже стала страной-изгоем, ненавистной многими народами. Ватный фюрер и его окружение могут годами уверять, что все идет по плану, но реальность такова. Они теряют репутацию, экономику и людей. А главное, теряют шансы избежать суда, ведь военные преступления, как показывает история, не имеют сроков давности. Запугать же украинцев им, судя по всему, не удается. Эта бойня лишь усиливает желание выстоять и покончить с режимом, сеющим смерть. Те, кто продолжает служить на верность российской власти, запомните, военные преступления, как я уже сказал, не имеют сроков давности. Власть сменится, и вас будут искать всегда, всю вашу жизнь, либо с ордером на арест, либо с самокатом, или с чем-то еще, пока однажды не выдадут трибуналу или не отправят на концерт к Камзону. Каждый день вашей жизни будет в бегах и в страхе. Это будет вашей истинной заслуженной наградой за участие в преступлении под названием СВО. Возможно, что Путин, ваш верховный главнокомандующий, однажды сбежит как Асад, забрав только Кабаеву и ближайшего охранника, а вас бросит, даже не предупредив. Этот мясник превратил вас в инструмент террора, но у вас есть шанс остановить все это. Арестуйте или устраните его. Чем дольше вы медлите, тем глубже будет ваша могила, либо юридическая, либо реальная. У меня на сегодня все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Высказывайте свое мнение в комментариях, задавайте вопросы и ждите новых интересных и полезных видео. А для получения оперативной информации не забывайте также подписываться на мой телеграм-канал, ссылка есть в описании. Информация там обновляется каждый день. Ну и как всегда, ставьте лайки, делитесь этим видео и подписывайтесь на этот канал. Здесь вас никто не обманет.